Так, всем привет! Сегодня у нас такой мини-обзорчик. Дальше будет понятно, почему мини. А именно в кадре коробка от моделиста. Артикул 207-211. Американский самолет-невидимка F-117A Stealth. Также есть английское название на коробке Fighter Bomber F-117A Stealth. Ну, по традиции у моделиста как бы мы поняли уже, что английское и русское название отличаются. Причем достаточно серьезно. Если по-русски это у нас просто самолет-невидимка, то по-английски это у нас целый истребитель-бомбардировщик. Тоже интересный факт. Ну, так далее. Значит, набор, понятное дело, не перепак чего-либо. Понятное дело, что перепак это Академия. Академия наборы у нас такие выпускала достаточно давно, к сожалению, не подготовился и конкретно не посмотрел родословную наборов, но я подозреваю, что это, наверное, какие-то 90-е, 80-е годы исходно, ну и моделист каких-то 2000-х, наверное, перепаковал. Вообще, наборчик этот, я помнится, когда еще записывал по Blackbird, по SR-71 машинки, там видел на боковиках. Этот F-117, да, прототип еще тогда немножко сокрушался, что я в продаже его не видел, но вот, скажем так, на вторичном рынке я эту коробочку нашел, поэтому она такая слегка побитая жизнью уже, потертая. Так вот, ладно, что, наверное, начнем по прототипу, там будет еще внутриисторическая справка, наверное, я почитаю. Вообще, такие, знаешь, самолеты, вот эти Blackbird, F-117, B-2 Spirit, это прям какая-то такая вот американская, ну, для меня лично триада таких, знаешь, самолетов из Звездных войн, из космической, короче, далекой эпохи, далекой галактики, ну, потому что, ну, на эти очертания посмотреть, но это без грима можно сразу снимать в sci-fi кино, то есть абсолютно. И причем год производства прототипа там с 83-го года, что ли, по 90-е. То есть, в принципе, достаточно старый, на самом деле, самолет. Ну, как выглядит, ты посмотри. И вот я уже делал на Blackbird, тоже там жуткая какая-то машина, жутко футуристическая, 117-й стелс, да, ну, тут все понятно, да. И вот еще B-2 Spirit осталось для коллекции где-нибудь найти, чтобы полностью составить себе такую космическую эскадрилью этих стелсов. Так вот, машинка, да, по технологии стелс. Что, ну понятно, почему, понятно, летающее крыло, рубленые такие странные очертания, да, все, чтобы, собственно, снижать заметность для радиолокационных средств противника. Долго рассказывать как бы не будем, всего около 60 самолетов было проведено. Самолет уже сейчас снят с вооружения, там на хранение отправлены все эти экземпляры. В нескольких конфликтах применялся, где ВВС США участвовали, то есть там и Ирак, и Панама, и Афганистан. Наверное, самым запоминающимся эпизодом был потерянный, единственный в боевых условиях потерянный самолет, это в Югославии, натовская операция в Югославии, был сбит, причем по общепринятой версии достаточно, несмотря на все свои технологии стелс, достаточно древнего советского производства ПВОшным ракетным комплексом. Не помню уже название. Ну ладно, чтобы не затягивать это все, перейдем сразу в коробочку, да. Коробочка, да, у нас побитая, на боковиках у нас, собственно, сам стелс и еще немножко самолетиков тут. Видно, что моделист, ну, точнее, вертолет в данном случае. MH6 Little Bird, кстати, тоже, ну, известная машина, тут у них несколько модификаций есть, тоже, кстати, очень заметная для американских ВВС машинка. 64-й Apache, они, кстати, его делают, и у меня был, по-моему, обзор и в 48-м, и в 72-м масштабе. Тоже все это академевское, и это академевское, и Hurricane. Ну, чей Hurricane, я не знаю, я его не видел. Значит, тут все стандартно, значит, старая коробка, количество деталей у нас на коробке отсутствует, размер готовой модели тоже. Вообще, насколько я понимаю, моделист конкретно этот набор уже не выпускает. Так, что у нас в коробке? Стандартная для моделиста коробка. Значит, тут у нас придет инструкция. Пакетов с деталями всего 2. Черный пластик, прозрачные детали, декаль и маленькая справочка про сам моделист, где идти, собственно, покупать. Ну, собственно, таких пока не видел, видимо, раньше клали такое. Начнем по традиции, собственно, с бумажной части. Значит, вот у нас есть инструкция, как обычно,
Так, а где фокус-то? Фокус куда? Вот фокус. По традиции моделиста так довольно-таки дешевенько тут все сделано. Разворотик буквально. Ну, хотя бы не ксерокопия. Значит, есть достаточно обширная историческая справка. Я даже, наверное, думаю, не имеет смысла ее полностью читать. Вот единственный момент вспомнил, о котором хотел сказать, да, как раз вот это вот. Почему различаются надписи, да, английское наименование Fighter Bomber, истребитель-бомбардировщик. Несмотря на то, что часто самолет это так называли, он никогда никаких задач истребителя не выполнял. То есть, по факту, по классификации американские власти его закидывали в раздел истребителей-бомбардировщиков исключительно для конспирации из-за большой секретности этих самолетов, чтобы запутать, скажем так, вероятного противника. По факту это самолет, это исключительно тактический бомбардировщик, ну, может быть, штурмовик, что-то такое, в совсем каких-то извращенных случаях. Соответственно, конечно, американское наименование Fighter Bomber, но это, конечно, какой-то смех. Что у нас пишет? Малозаметный ударный самолет. Да, тут свое название совершенно у нас. Большая справка про Неваду, но это все, в принципе, на Википедии можно почитать, что, сколько, где, в каких эскадрильях он был, что насколько бомб, сколько тонн на кого сбросил. Вот тут, скорее всего, про вооружение немножко. Про конфликт в Югославии, кстати, по-моему, не упоминается, не вижу про случай единственной боевой потери. Летные данные какие-то, там про краски моделист опять пишет. Декали, да, вот у нас еще, да, что 37-го века полковник Элтон Уитли, да, так как самолет всего было около 60 штук, там каждый самолет, соответственно, имел свой номер уникальный, там писали чуть ли не на каждом самолете, рисовали имя пилота, там какой-то свой у него был логотип, ядовитый мститель и так далее, ну, короче, вот много пафоса реально. И дальше, после достаточно пространной исторической справки, хотя вот, приятно, на самом деле, что моделист даже в дешевых своих вот этих перепаках, он, в принципе, этому внимание уделяет. Переходим к сборке, да, очень миленькая инструкция, то есть видно, что даже то пространство листа, которое у них, собственно, отпущено, они до конца не используют, просто вот перепихивают сюда инструкцию Академии, видимо, как-то не очень хорошо это все как-то скомпоновав, оставив кучу пустого места, собственно, мелковато. Деталей, ладно, в принципе, это можно понять. Видно, что первый этап у нас собирается как кокпит пилота. Пилот у нас один. Соответственно, тут же как подкрашивать нарисовано. Вооружение, кстати, у нас может устанавливаться в пилоны. Пилоны, насколько я помню, полностью закрытыми были. Они могли полностью прятаться, собственно, в отсеке. Там, по-моему, что-то 2 бомбы, по-моему, по стандарту было, разных номенклатур можно было поставить. Вооружение сразу запихивается, значит, точнее говоря, вот собирается, а здесь кабина. Груз, понятно, кладем, видимо, да, опять же, к опрокидыванию имеет свойство моделька, кстати, да. Соответственно, чтобы это все у нас на полочке, если будет в положении на ВПП, да, чтобы на хвост не садилось, действительно грузик лучше запихнуть. Вообще много довольно всякого пояснительного текста в инструкции, довольно стрёмненьким шрифтом сделано. При установке фонаря в открытом положении, кромки в белое окрашивать. Это, в принципе, радует, что непонятные места хотя бы текстом пояснены, то есть, по крайней мере, над форматированием инструкции, переводом ее кто-то работал. Вот, собственно, фюзеляж у нас сразу здесь совмещается, эти огромные детали, сразу хвост крепится, фонарь кабины. Вот тут у нас, значит, отсеки с вооружением. Что у нас тут? Соответственно, 2 положения, судя по всему, открытое и закрытое, да, видимо, то есть, так как я уже сказал, вооружение оно могло полностью прятаться в корпус, соответственно, для малозаметности, для РЛС. Вот. То есть очень, конечно, раздражаешь, но очень мелко. То есть вот тут достаточно много деталей, что-то куда-то, просто сама картинка, буквально 3 на 3 сантиметра. Это, конечно, смех. Просто там что-то разбирать. Надеюсь, просто из-за маленького количества деталей можно будет разобраться. Опять же, что у нас тут?
окрашиваются, значит, створки шасси, но опять же для варианта, если, значит, она ВПП, хотя вот конкретно по створкам шасси и шасси я не вижу, чтобы давали явно в виде вариант на полетный режим, только на ВПП, не знаю, ну, наверное, скорее всего, можно быть самому догадаться, что там закрыть эти самые створки шасси и не приклеивать. Элероны, закрылки у нас тут тоже, ну тут совсем уже мелочь какая-то идет. Вот. То есть деталей мало, но инструкция даже при таком маленьком количестве деталей выглядит, ну, достаточно туманно, скажем так. Ядовитый мститель 813 С-117, 415 тактическая истребительная эскадрилья. Истребительная эскадрилья, вот можно видеть, где включали по штатному составу в истребительные эскадрильи. Опять же, для, собственно, конспирации, скорее, для секретности. То есть самолеты никогда истребителями даже близко не были. Декалей тут, собственно, вот куда декали у нас лепятся, опять же, все достаточно мелко, понятно, никакой цветной схемы окраски у нас нет, но, собственно, там и цветов довольно мало. Тут же у нас вот какие цвета, чего, где, куда. Декалей, да, самолет достаточно много, несмотря на то, что модельки академиевские, они, конечно, это не какая-то копийность большая такая, скорее просто, чтобы выглядело похоже, но декалек там все равно довольно много. И на этом у нас инструкция, собственно, заканчивается. И можно перейти, соответственно, перейдем дальше к пластику. Пластика немного, собственно, всего два больших пакета. Первый пакет у нас детали нижняя и верхняя часть фюзеляжа. Можно посмотреть. По аналогии с тем же Blackbird'ом сделано, то есть две большие части, все отлито в одни детали, очень просто все будет склеить между собой, несмотря на размер. Соответственно, вот верхняя часть у нас идет полностью в одну деталь, на которой вот единственное есть небольшая рамочка под антенные вот эти впереди части. Собственно, вот ниша кокпит отдельно наклеивается. По рельефу, ну, тут практически ничего нет, все лысое, гладкое, ничего, не клепки, там расшивочка какая-то вот супер минимальная, какие-то там лючки, что-то такое технологическое. Видно, ну, как бы вот так вот. И, соответственно, нижняя часть, опять же, фюзеляжа, на которой можно видеть нишу для вооружения, то есть отсек, соответственно, все вооружение прячется внутрь ниши, отверстие под ниши шасси, причем, что ниш-то особо и нет, вот передняя ниша, а здесь просто дырки, на самом деле, вот под боковые шасси есть части, соответственно, они ниши будут образовывать, наверное, если вот так это все дело сложить вверх и низ между собой. Практически собирать можно буквально, не снимая слитников. Соответственно, да, вот так вот, ну, что-то типа ниш у нас появляется. И, значит, собственно, вот видно сопло, видно специальной формы, которая, собственно, технология стелс и так далее для рассеивания, скрытия тепловых сигнатур двигателей, вот. Ну, вот такая вот штуковина получится примерно при сборке. Ну, что-то типа, да, вот. Значит, и второй у нас имеется пакет большой с литниками, в котором, собственно, литничка у нас всего и два. Первый — это хвостовое оперение, насколько я понимаю, и, собственно, крышки ниш шасси, насколько я могу видеть. Вот есть клеймо Академии. При определенном ракурсе можно увидеть, что это 91 год. Собственно, оттуда модель и родом. Ну, хвостовое оперение, особо сказать нечего. И еще вот такой вот большой литник, где все остальное. Соответственно, по остальному можно увидеть, что у нас есть варианты вооружения, то есть такого вида вот бомбы, такого вида бомбы разного. Ракеты вот у нас присутствуют где-то здесь, да, вот ракеты, я уже, кстати, не помню, это воздух-земля или воздух-воздух, надо смотреть там номенклатуру, то есть вариации по вооружению присутствуют, если делать открытый отсек с вооружением. Помимо этого всяческие тут элероны, части оперения дополнительные, стойки шасси вот здесь, соответственно, колеса непосредственно данные в одну деталь, без рельеф протектора, но зато в одну деталь. Ну и там, собственно, часть, значит, кокпита видно, что рельеф пролит приборов,
Как позже мы увидим, там они в декале тоже даются приборы. Часть вот кресла пилота, насколько я понимаю, это у нас какие-то еще там мелкие детали кокпита, передняя часть. В общем, все, да, вот створки, ниши под вооружение здесь. Ну и буквально сказать нечего, деталей очень мало, это все как бы во многом объясняется компоновка самой машины. И на этом пластик у нас по сути-то и заканчивается. Так, а кроме пластика у нас остается всего-то и ничего. Так, вот такая вот декаль. Собственно, у нас за производством некого символ принт, видимо, моделист у кого-то там заказывал. Декаль, несмотря на то, что листик жутко маленький, напихано на него довольно много. Но это как бы судьба всей современной авиации, куча технички всяческой идет, даже несмотря на то, что модель, скажем так, такого не сильно такого профессионально крутого уровня, да, но все равно на декалях всякой символики просто дофигища. Видно, что даны на декале приборы для кокпита, то есть, в принципе, кисточкой порисовывать не придется. Даны какие-то там всякие логотипы эскадрилей, именные всякие логотипы, скорее всего, там пилота конкретного и так далее, и т.п. Там, ну, номера и так далее. Ну, то есть, повозиться как придется, да, вот это все выстригая отсюда эту всю мелочевку и аккуратно перетаскивая на корпус. Ну, как бы в Blackbird все равно было хуже, потому что там были те огромные полоски еще, которые хрен поймешь как не порвав перетащить. И, собственно, единственное, что у нас в самом конце остается, это литник с прозрачными детальками. Опять же, от Академии пластик прозрачный, но такого желтоватого, оранжеватого оттенка. Ну, я так понимаю, для копийности, потому что, насколько я помню, действительно, остекление у прототипа, оно, по крайней мере, внешне не совсем таким прозрачным выглядело. Ну, вот так вот его, собственно, Академия реализовала. И по итогу, собственно, сказать-то и нечего. Вот у нас F-117 стелс, который у нас, собственно, файтер-бомбер, но на самом деле бомбер. И на этом обзорчик перепака от моделиста можно и закончить.